Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу показать, как я делаю яблочный уксус. Яблочный уксус – это вообще уникальный продукт, и я считаю, он должен быть обязательно у каждого дома и в огромных количествах. У нас в России в магазинах продают синтетический яблочный уксус. Настоящего натурального очень мало, его только делают в домашних условиях. Настоящий яблочный уксус не может стоить дешево, потому что для его приготовления используется мед. Даже не сахар, а самый настоящий натуральный мед. Я яблочный уксус начала делать сама 4 года назад. И вот уже на протяжении 4 лет яблочный уксус – это первое лекарство в моей аптечке. Я им натираю, я даю детям полоскать рот, когда болит горло. Я им ощелачиваю организм свой и детей. И вообще из него получается очень вкусный яблочный лимонад. И с ним я также делаю домашнюю консервацию. Она намного полезнее, чем с покупным уксусом получается. Яблочный уксус я делаю по Джарвису. И в интернете очень много споров. И даже когда я рассказываю о том, что я принимаю яблочный уксус натощак, и тем самым ощелачиваю свой организм, мне пишут, что вы пишете бред, это кислый продукт, это кислота, и она никак не может ощелачивать. Вы знаете, это кислота, но яблочный уксус приготовлен из яблок с медом, и яблочный уксус ощелачивает организм как раз таки. И не зря себя люди после него очень хорошо чувствуют. Я его делаю по рецепту Джарвиса, и в нем используется мед. Что нам для этого надо? На 1 килограмм яблок мы берем 1 литр воды. Берем эмалированную посуду и измельчаем яблоки. Можно их мелко нарезать, можно крупно нарезать, но я впоследствии стала просто перемалывать в блендере, и получается такая кашица. Ее проще выдавливать, и таким образом максимально выжимается все, что остается в яблоках. Итак, у меня вот такой блендер. Кстати, очень многие спрашивают, какой блендер я использую. Этому блендеру уже 6 лет, покупался на AliExpress, и он для перемалывания льда. Такие блендеры покупают обычно сыроеды. На нем мерная линейка. Мы налили 1 литр воды. Мы отмеряем 1 килограмм яблок. Яблоки мы берем хорошие, все гнилое мы вырезаем, но мы обязательно используем косточки, сердцевинки обязательно. Сладкие сорта, есть кислые сорта. Вообще я собираю все яблоки в округе, когда урожайный год. Люблю собирать дички. Так, я отмерила килограмм. Как я уже сказала, этому блендеру 6 лет, и там в наборе была запасная шестеренка, и я ее так еще и не использовалась. Вот пользуюсь, как он есть, а пользуюсь я им очень часто. Так, все, мы перемололи 1 литр воды с 1 килограммом яблок. Дальше я делаю то же самое. Вообще яблоко очень ценный продукт, и даже есть пословица, да, что ешь одно яблоко в день, и ты забудешь про врача. Итак, у меня здесь получилось 4 литра 300 миллилитров. Мы соединили яблоко с водой, измельчили. И теперь второй самый главный ингредиент – это добавить сюда мед. Мед добавляется в пропорции на 1 литр воды 100-120 миллилитров меда. То есть, соответственно, я сейчас сюда добавлю 500 миллилитров меда. Необходимо все это перемешать. Мешать лучше деревянной палочкой или пластмассовой. У меня пластмассовая будет. Накрыть тряпочкой и оставить это все при комнатной температуре для брожения. Будет происходить процесс ферментации. Оставляем это на 10-12 дней бродить, и обязательно каждый день перемешиваем. Кстати, если кто-то захочет написать в комментариях, что раз я измельчила все в блендере, а там металлический измельчитель, то произойдет процесс окисления. Процесс окисления происходит не так, и это слишком короткое время, чтобы произошел процесс окисления. Я измерила 500 миллилитров. Сейчас я это перемешаю, накрою тряпочкой и уберу.
Через 10-12 дней, когда произошел процесс ферментации, нам необходимо содержимое процедить, отжать через тряпочку и наполнить банки или любую другую посуду, но с широким горлышком. Объясню, почему с широким. Самый правильно произведенный яблочный уксус – это когда образуется уксусная матка. Уксусная матка в разы концентрированнее, чем яблочный уксус, и она в разы ценнее, чем яблочный уксус, и по своему составу она очень похожа на плаценту. Поэтому, когда она появится, она отдельно собирается в банку, Такое тоже бывает, даже вырезать это не буду. Так. Вот так мы тщательно выжимаем, чтобы отжать самое ценное. Через 12 дней, когда вот вы будете разливать, вы увидите, что меда тут вообще уже нету, он весь перемешался. Итак, мы процедили, у нас получилось 2,7 литра. Вот этой площади достаточно для вызревания уксусной матки. Через 40-50 дней, когда появится уксусная матка, я ее достаю, убираю отдельно в банку, наливаю туда немножко яблочного уксуса для того, чтобы она поддерживала свою жизнь и дольше хранилась, и убираю в холодильник. Яблочный уксус фильтрую, разливаю в темные бутылки и убираю в прохладное место. Яблочный уксус хранится не меньше 2 лет. И теперь самый главный секрет приготовления яблочного уксуса. Вот эту банку надо убрать в темное теплое место и так, чтобы не было никаких помех для этой банки, чтобы не было никакой вибрации. Если будет вибрация, хоть малейшая, произойдет нарушение созревания уксусной матки, и она не получится. Яблочный уксус получится, а вот уксусная матка не вызреет. Поэтому поставьте так, чтобы эту банку никто никак не смог затронуть где-то 40-50 дней. Яблочный уксус хранится не меньше 2 лет, поэтому обязательно делайте его много и используйте, лечитесь, оздоравливайте, ощелачивайте организм, ополаскивайте волосы, добавляйте в консервацию и просто применяйте как яблочный лимонад, он очень вкусный и его очень любят дети. Очень рада, если это видео кому-то будет полезным. Оставайтесь со мной. До свидания.